Считается, что русские гончие предназначены для охоты в поле, на зайцев или других некрупных животных. Но, будучи собакой умной и преданной, Джек сопровождал мужа повсюду, даже на утиной охоте. Он научился поднимать на крыло утиные стаи, доставать из воды и приносить на берег подбитых уток и вальшнепов. Иногда муж, собираясь на охоту на мотоцикле, не хотел брать Джека с собой и запирал его в доме. Однако, спустя полчаса запыхавшийся, но счастливый пес догонял своего хозяина, едущего на мотоцикле. Оставшись в заперти, Джек принимался скулить и грызть двери или цепь, на которую он был посажен. Затем переходил к решительным действиям, то, разбежавшись по комнате, распахнет едва прикрытое окно и бросится догонять мужа, то вырвет из земли толстый металлический трос, на который была насажена его цепь, и удерет, волоча его за собой. А однажды даже пытался убежать вслед за своим хозяином, завалив на землю кусок забора, к которому была прибита его цепь. Когда муж, главный инженер ракетной части полковник Ершов, задерживался на полигоне, Джек умудрялся найти его и там. На объект и обратно в поселок офицеров доставлял специальный транспорт, курсировавший между Капустиным Яром и ракетным полигоном. На нем Джек вместе с офицерами и доезжал до полигона. Там, найдя хозяина и удостоверившись, что с ним все в порядке, Джек обязательно заходил в офицерскую столовую перекусить. В столовой его хорошо знали и никогда не оставляли без угощения. После, тем же путем, Джек возвращался домой, сытый и довольный. Не меньше преданности и любви выказывал Джек ко мне и нашей дочери Валюше, которой в то время было лет 7-8. Он сопровождал нас повсюду, на рыбалку, в магазин, в баню. Однажды, собравшись в кино, мы долго не могли отвязаться от Джека, который упрямо шел за нами. Наконец он вроде бы исчез, и мы вздохнули с облегчением. Когда свет погас и фильм уже начался, мы сначала услышали приглушенное шиканье билетерши «Куда? Куда?», а затем увидели в темноте пробирающийся к нам по рядам, по чьим-то ногам, знакомый силуэт. Джек, несмотря на свой независимый характер, был очень добрым псом. Валентина играла с ним, трепала за уши, ездила верхом. Зимой дочь запрягала Джека в санки, и он с удовольствием возил ее, но всегда по одному и тому же маршруту, от помойки до помойки. Когда Валя пошла в школу, Джек счел своей обязанностью сопровождать ее и туда. Дойдя до ворот школы, он норовил проникнуть и дальше. Будучи оставленным за воротами, хитрый пес и не думал уходить, а прятался в кустах и выжидал. Когда звенел звонок, дверь открывалась и в класс входила учительница. Следом за ней, под дружный хохот детей, входил Джек, гордо виляя хвостом. «Это еще что такое?» – строго спрашивала учительница, увидев в классе собаку. «Мы его знаем, знаем», – кричали дети в ответ. «Это же Джек Ершов». Вот такая преданность у собак. Если вам понравилось видео, подпишись и поставь лайк.